Тель-Авив переводится как «весенний холм». Тель-Авив – это один из самых известных городов мира, но при этом он не является столицей Израиля. Столица Израиля – это Иерусалим. А Тель-Авив – это израильский магнит, место притяжения молодежи, денег и бизнеса. В Израиле Тель-Авив называют городом, который никогда не спит. Интересно, что же люди делают здесь по ночам? Наверное, работают над высокотехнологичными стартапами в местной Кремниевой долине. Давайте посмотрим, как Тель-Авив выглядит под покровом темноты. Мы приехали в Тель-Авив. Приехали уже вечером. Тут вокруг небоскребы. Это такое бизнес-мекка Израиля. Погуляем. В Тель-Авиве очень широкие улицы, и они со всех сторон окружены небоскребами. Очень необычное ощущение. Это не просто как, Москва-Сити, в одном месте какой-то стоит небоскреб или там еще как-то. Здесь реально стоишь, и со всех сторон огромные высокие дома. Приходится все время смотреть наверх. Но в этом есть и плюс. Ты вдруг вспоминаешь, что на небе есть звезды. Очень много машин. Это вот первое, что бросается в глаза. Наверное, самый похожий на Москву город в Израиле — это Тель-Авив. Город движения, город энергии. Город пробка, да. Вот она. То есть везде тут на светофорах вы постоите как следует. Небоскребов тут много, и они все очень разные. И они разбросаны по разным местам. Тут очень просторно. То есть улицы шире московских по ощущению. Ну, или такие же примерно. Может, я просто отвык уже за 3 месяца от Москвы. Нифига себе домик сейчас. Вот, смотрите какой. Какой-то такой китайско-японский домик. Вообще это место напоминает немножко Токио. То есть чувствуется токийский привкус. Все очень куда-то спешат, все очень быстро идут. В остальном в Израиле как-то народ так тихонечко идет куда-то не спеша, спокойно. Тут все куда-то ломятся прямо. Сюда все едут. То есть как в Москву, не резиновую, приезжают все со всей России, да, ну и не только, из всех стран СНГ, из Таджикистана, отовсюду. Так и в Тель-Авив приезжают люди со всего Израиля, потому что тут самые высокие, со всего мира, тут самые высокие зарплаты, тут больше всего работы, поэтому, в общем, тоже Тель-Авив, он не резиновый. Тут даже курьеры зарабатывают $10 тысяч. Да, но это не знаю, где ты взяла эту цифру. В Ютубе. Тут очень активная стройка идет. Тоже строятся новые небоскребы. Видимо, старых не хватает. Много очень бибикают машины, очень много курьеров на мопедах. А так выглядит автосервис в Израиле. Огромное количество покрышек, каждая из них подписана. Каждая машинка отделяется вот таким занавесом. Все очень приватно. Несемся по Тель-Авиву со скоростью типичного тель-авивянина. Потому что писать очень хотел. Мы шли по вот этой улице с небоскребами, она называется Егал-Алон. И вот сейчас мы сворачиваем на другую маленькую, обычную улочку, вот сюда. Нахалат Ицхак. Вот так эта улица выглядит. Она уже поменьше, поуютнее. Домики тут поменьше. Мы сегодня целый день ничего особо не ели, поэтому сейчас едим, побалуем себя чизбургерами. Биг Мак. От голода язык заплетается. Идем по бананчику купить. И это Тель-Авив, детка. В общем, сколько стоят бананы? 14 шекелей. Если это бананы, подожди, может это не бананы? Ну, что-то из этого в любом случае. Да. Ну, в общем, 13 они стоят. Что, конечно, типа в 2 раза дороже, даже в 3 раза дороже. В 3 раза дороже, чем в Пардесе, например. Как можно жить в городе, где бананы стоят 13 шекелей за кило? Очень просто. Нужно просто зарабатывать в 3 раза больше.
чем в других городах. Наверное, Тель-Авив дает такую возможность. Вот так вот люди живут в таких домиках приятных. Если вот так посмотреть на них поподробнее, очень красивая футуристическая картина. Счет цен штукенцы заявляет, что это Налог на Тель-Авив. такие вот улочки, чистенькие, красивенькие, и вдали небоскреб. Вполне типично уже. И вот вдали мы видим знак Мактфачный. Ура! В Израиле есть продукты с фиксированными ценами, а есть места с фиксированными ценами. Это, собственно, первое место в Израиле, где мы видим велопарковки, которые действительно, так сказать, забиты велосипедами. То есть, ну, не то, что забиты, но тут они есть. Потому что обычно парковки все пустые. А тут, в общем, кто-то на них паркуется. Тут люди ездят. Мы идем в торговый центр. Здесь такой прикольный дизайн на улице, деревья, с них падают цветные полосочки. Ну, как в Ришине, помните, украшения? Мы вошли в торговый центр тель-авивский. И вот уже Макфачная, ура! Посмотрим, как она, какие тут цены. Может быть, они тут выше, чем обычно. Зашли в магазинчик, взяли фруктов. Тут, кстати, этот магазин неплохой. Зеленые. В общем, идешь ты такое по Тель-Авиву, и тут бабах, вау, класс. Мы, в общем, решили зайти в парк, который так вот совершенно как-то случайно оказался кладбищем. Ну, что поделаешь, местечко тихое, приятное, тут и перекусить, и посидеть хорошо. Пикник на обочине. Вот сзади нас машины везде, небоскребы всякие. А впереди кладбище, где мы все окажемся, если еще повезет, так сказать, на кладбище оказаться. Это привилегия нынче. Так что у нас такой пикник на обочине между этим миром и миром тем. Прикольно, что в Тель-Авиве мусор и ветки, которые срезали с деревьев, собирают вот в такие пакеты. А здесь прикольно, труба идет, и она выходит прямо из пальмы. То есть сначала была труба, а потом выросла пальма. Или, может быть, наоборот, как вы думаете? Когда идешь ночью по Тель-Авиву, сначала кажется, что ты попал в Москву. Ну, за счет небоскребов. Думаешь, о, что ли, Москва-Сити, ну, знаете, ностальгия, все дела. А потом вот так подольше походишь по этому городу и понимаешь, нет, это все-таки Израиль. Потому что пальмы, потому что мандарины растут. Ну и потому что в целом машин намного меньше, чем везде. В Москве там и так далее. То есть в Москве, если пробка, она прямо бесконечная. Ну, еще пахнет не очень хорошо. А здесь пробки, они в принципе есть. И вроде, да, машины стоят в пробке, но все-таки видно, что вон там пробка уже заканчивается. То есть эта пробка не слишком длинная, но при этом есть. В то же время ты идешь мимо машин и не воняет. Ну, не знаю, прикольное такое ощущение, что, наверное, может быть, бензин такого типа, что он не пахнет. Или, может быть, здесь больше электромашин. Ну, или просто ветер сильнее и сдувает все неприятные запахи. Так что приятно идти даже, в принципе, вдоль дороги. Я думала, что когда идешь по Тель-Авиву ночью, отовсюду играет громкая музыка, люди тусуются везде, сидят на улицах, пьют, отдыхают, какие-то ночные клубы, бары, все дела. Но по факту здесь очень тихо. Ну да, нет, есть шум от машины, все такое. Но как только машины приезжают, в принципе, можно услышать пение птичек. И нет никакой-то долбежки вокруг. Может быть, если бы мы были рядом с каким-то ночным клубом, то да. Но так вот в целом музыка даже ниоткуда не играет. Ощущение довольно такое тихое, что неожиданно. Все-таки же это ночь, ну, вечер, ночь. И в такое время люди уже обычно начинают как-то тусоваться. Ну, по крайней мере, если ты идешь по центру Москвы, даже где вот Москва-Сити или просто по центру, там и из разных мест играет музыка, и как-то в целом более шумно. Из машин играет музыка, какая-то светомузыка. А здесь все, как бы я сказала, так более по-деловому, что ли. Многие люди мечтают жить в Тель-Авиве. Молодежь местная, израильтяне и не только, снимают в Израиле, здесь конкретно в Тель-Авиве, самые маленькие какие-то убитые комнаты с самым ужасным ремонтом за бешеные деньги. Просто, знаете, это как центр притяжения. Ну, похоже, как в России все прутся в Москву, потому что там можно, наверное, больше заработать и все такое. Так и здесь этот город считается суперфинансовым центром. Здесь очень много работы, за которую очень много платят.
И в целом люди здесь тусуются, тоже и отдыхают, и молодежь считает, что если ты не пожил в молодости в Тель-Авиве, можно сказать, что ты не пожил вовсе. Ну и, конечно, здесь есть свои арт-объекты. Вот такой полуразрушенный дом. Даже сложно представить, что это. То ли это старый бизнес-центр, то ли это новый бизнес-центр, который только собираются сделать. Но, в общем, он весь изрисован граффити и стоит буквально рядом с таким понтовым небоскребом, освещенным супер какими-то дорогими офисами. Забавный такой классный контраст. Кто на чем передвигается? Кто на электровелосипедах, кто на электромашинах, кто на электросамокатах. Кто на неэлектроногах. Тут все стоят в очереди. То ли это в клуб, то ли это поесть. Что есть отдельная дорожка для пешеходов, есть отдельная дорожка для велосипедистов и самокатчиков. Ну, естественно, есть отдельная дорога для машин. Но вот по этой дороге для велосипедов и самокатчиков все вечно носятся с такой гигантской скоростью. Так что пешком там лучше не ходить. Какое видео без помойки? Ну вот, например, в Тель-Авиве выбрасывают, пожалуйста, новый компьютер, плазму. Плазма, да, компьютер не нужен. Lenovo. Нужен, конечно. Кстати, вот, пожалуйста, характеристики, кому надо, можете подойти взять. Пожалуйста, копир новый с картриджами, да, никому в офис не нужен. Ну, так, в принципе, много всего другого, если что, заходите. Замечательный садик, ну, практически рядом с каждым бизнес-центром есть садик, который я уже снимала, да? Я его снимала? Блин. Ну, в общем, это тот садик, который я уже снимала. Но он классный, правда? Тель-Авивский стрит-арт. Приветик. Самое опасное, что здесь есть в Тель-Авиве, это люди, которые гоняют то на великах, то на мопедах, то на каких-то колесиках маленьких. Здесь нужно прям очень аккуратно идти, даже если ты идешь по пешеходной дороге, все время нужно смотреть, потому что отовсюду выскакивают то ли доставщики, то ли те, кто просто любит погонять. Основной вид молодежи в Тель-Авиве ночью – это молодежь праздно шатающиеся. Вот такими группами они ходят по улице друг с другом в каком-то направлении, гуляют, ходят, кучкуются. Но при этом они не сидят, как, знаете, в Москве там каких-то на машинах, не курят кальян или не сидят в каких-то местах. То есть, в принципе, ходят куда-то по своим делам, ну или уже сидят в кафешках или в каких-то конкретных местах. Но молодежи прям реально очень-очень много, и все так вот пешочком мирно куда-то идут. Одной из достопримечательностей Тель-Авива является вот такой прикольный мост. Этот мост построили в 2020 году в центре Тель-Авива и назвали Ягудит в честь жены известного филантропа из Англии Моше Монтефиоре. Мост разделен на пешеходную и велосипедную часть. Это самый большой мост города, и он уже успел стать визитной карточкой Тель-Авива. Прикольное ощущение, что это мост через реку. Ты так и ждешь, что там что-то какая-то вода. Но там нет, реки нет, там дорога. Река из машин. Очень необычно выглядит. Все в основном эти небоскребы – это офисные здания. Мне вот, кстати, интересно, можно ли в таком небоскребе купить квартирку, ну, как, знаете, в Москве-Сити, и поселиться? Ну, так вот, судя по окнам, это все именно офисы. Это не похоже на жилые дома. Здесь, кстати, очень большой съезд велосипедный под углом. И человек так на большой скорости проносится вниз. И люди на самокатах, в общем, в горочку. Но в горочку уже сложнее было бы самостоятельно поехать. Так что на электросамокате намного круче. На мосту стоит коробка. Настоящий кошачий дом. Здесь живут кошки. У них тут миски стоят. У них тут такое полотенчико. Просто офигеть. Привет, кошки! А вы знаете, что вы кошки, которые живут в самом центре Тель-Авива? Квартирка, как у вас, есть не у многих. Да, вот такие вы счастливцы. Мост довольно-таки сильно вибрирует. Видимо, от того, что машин много снизу едет. Ну, он пешеходный, поэтому, я думаю, это нормально. Но чувствуется то, что он немножко дрожит. Тель-Авив – самый дорогой город мира. И здесь, конечно же, чаще, чем в других городах, встречаются супер дорогие машины, всякие там Audi TT-шки, джипы там и все такое прочее. Вот, например, просто офигенный Porsche. Ну просто садись и будь королем. Зарядка для электромобиля. Вот так она выглядит, кстати. Посмотрите, такой шланг.
и штучка. Видимо, человек сам себе сделал свою собственную зарядку. Прикольно, что у самокатов даже есть специальные держатели для мобильных телефонов. Ты можешь его сюда прикрепить и смотреть, куда тебе нужно приехать. Решение в Тель-Авиве, допустим, хотят посадить дерево, привозят саженец. А саженец, он в пакете. А в пакете, как вы думаете, что? Ну, конечно же, почва. Та почва, которая привычна этому растению. Еще корни закрываются. И туда еще можно что-нибудь насыпать. Может, какое удобрение. Вот такой интересный способ выращивать новые растения в городе. Такая обычная кафешка. И у нее рядом, вот по периметру, высажены деревья. То есть просто кафе вот так вот со всех сторон обсадили деревьями, и ты сидишь в итоге внутри, как будто бы в парке, в лесу. Эти деревья очень высокие, сквозь них вообще ничего не видно. Прям классное такое решение, но для города. Главная проблема, когда гуляешь по Тель-Авиву, это то, что отовсюду все отражается, и в глазах начинает в какой-то момент рябить, потому что здесь все блестит, там все блестит. Очень такое необычное чувство, как в королевстве кривых зеркал. Идем мимо ресторана в самом сердце Тель-Авива. Это супер дорогое место, 100 пудов, но тут не бывает ничего дешевого, а уж в ресторанах тем более, и все столы заняты, все забито. Это лестницы угловые в виде такого треугольничка. Вышел на лестницу и стоишь как на корме корабля, плывешь вперед. О, в центре, кстати, живой сад из растений. Подходишь ближе и уже слышишь, как водичка журчит. О, ничего себе, здесь даже рыба плавает. Офигеть! Сколько рыбы! Вот это да! Белая, красная, оранжевая. Да, классненько. Фонтанчики всякие. Все растет, такое зеленое, приятное. Но это здорово, когда у тебя рядом работа, ты, например, устал или хочешь выйти на природу, поесть свой бутерброд или ланч, вышел, а здесь вот такая вот красота. Главное, что вода шумит, и сразу шум воды такой релакс создает. Все-таки людям, кто работает в офисе, им это очень важно. И природа, и такой звук, и место, кусочек природы в мегаполисе. Парковки для велосипедов. Смотрите, какие забавные. Подходишь, и здесь висит краник. Такой вот целая цепь с такой штучкой. И есть инструкция, как привязать свой велосипед, как поставить. И вот этот привязанный выглядит вот так. То есть нужно каждый обязательно припарковать. И у каждой парковки есть свой номер. Ну, чтобы ты не забыл, где припарковался. Всякие галочки. Что-то такое, я не знаю, может, это для оплаты. Смотрите на этом велосипеде, какое есть маленькое заднее сиденье. Вот такое вот. Мне кажется, сюда можно только очень какого-то маленького человека посадить. Ну, или, может быть, кошку. Тебя. Пришли в параллельную улицу. Здесь тоже продолжаются офисные здания. И очень оригинальный дизайн вот этого большого небоскреба. Он сделан в виде такого спуска, знаете, как буковка А большая. И у нее ножка в виде колонны. В общем, чтобы понять, может быть, на отдалении будет лучше видно. Короче, как будто бы дом подпирает черная нога. И дом такой наклоненный, знаете, как Пизанская башня. Довольно-таки прикольная архитектура. Здесь вообще все сделано очень дизайнерски круто, футуристично и стильно. На это место больше всего мне напоминает район рядом с Москвой-Сити, где вход со стороны моста Багратион. Вот такие дома тоже, только моста не хватает. А в целом прям похожие ощущения. И деревья тоже такие, знаете, какие-то российские растут с листиками, очень такими привычными. Если сравнивать с Москвой, то вот такой типичный вечерний Тель-Авив больше всего напоминает Москву ранним утром. Ну, знаете, когда еще не рассвело и еще очень, так, в принципе, ну, не слишком многолюдно. И есть, конечно, уже какие-то там машины, пробки, но тоже их прямо не слишком много. В общем, да, я слышала, что в Тель-Авиве много пробок, много машин. И да, на некоторых улицах, особенно старого города, это и правда чувствуется. То есть здесь дороги пошире, и проспекты более такие массивные, и развязок больше. За счет этого складывается ощущение, что это такая тихая, в целом, такая предутренняя Москва. Мы сейчас идем по улице Егаль-Алон.
Улица очень сильно напоминает Кутузовский проспект. Наверное, Кутузовский чуточку пошире, там больше полос, но именно за счет размаха, за счет широкой пешеходной части, она, кстати, шире, чем на Кутузовском по ощущению, и вот за счет того, что там еще речушка течет, и через нее идет мост, и все это так вот раскидано, и вдали еще небоскребы, очень сильно напоминает Кутузовский. Такое ощущение у меня сейчас, что я повернусь, и вот здесь должна быть арка, знаете, вот это. Ну, а там Поклонная гора. Здесь множество кафешек, но, кстати, на улице зонтики схлопнуты, и, в принципе, на улице не так уж много народу. Наверное, потому что сейчас считается зима и типа холодно, но по факту вообще не холодно, то есть мы идем в толстовке и нормально, тепло. Еще одно оригинальное дизайнерское решение между несколькими соседними небоскребами – это вот такой бассейн. Бассейн для рыбы. Здесь тоже такая рыбка маленькая плавает, и камушки внутри лежат. Чем-то, знаете, похоже на японский сад камней, но в воде. Выглядит прям очень приятно, потому что вода вровень идет с поверхностью, и она тоже меняет свой размер, особенно если издалека так посмотреть. Видите, там сначала узенько, здесь вот начинается расширяться бассейн, он все выше, выше и выше. Такая интересная перспектива создается. То есть, когда ты смотришь, он такой по форме, как бы ровный, но не ровный, не знаю, как будто бы скат, но вода идет ровно. То есть это такой интересный оптический эффект получается. Новаторство. Еще одно подсказывает Тель-Авив. Это лавочка без лавочки. То есть вот смотрите, деревяшка, вот эта, в которой облокачиваешься. Еще одна такая типа железка, на которой, по идее, ты ждешь, что есть лавочка. А сама лавочка — это вот это огромное основание деревянное. То есть все, это лавочка. А, собственно, облокачиваешься ты на вот эту спинку. Блин, круто. Ну, а здесь еще один бассейн для маленькой рыбки. Тоже такой приятный, светится, даже подсвечен всякими разноцветными огонечками. Дизайн тут классненький. Правда, местами намусорено, так, в принципе, нехило. Но я думаю, что постепенно уберут. Так что... Нет, в целом, кстати, Тель-Авив не такой уж и грязный город. Ну, если сравнивать в целом. В Израиле можно найти не очень такие прилизанные места. Здесь, кстати, довольно чисто. Везде. И на улицах, везде, где мы были, и в магазинах. Вот, смотрите, еще один прудик. Слушайте, такое ощущение, что сейчас лягушка из него выскочит. А обратно мы идем вот через такую классную, огромную, просто гигантскую арку. И она идет между двумя домами. Давайте в центре, что ли, пройдем. Ну, точно как в Японии. В Тель-Авиве сделана даже торговля очень оригинально. Вот смотрите, есть улица, на которой продают машины. И прямо стоят вывески всех автосалонов, машины которых продаются. И вот они рядом здесь, эти автосалоны в огромном количестве. Но они все рядом друг с другом. Я такого не видела, чтобы огромное количество конкурирующих фирм вот так вот под пальмами выставили свои значочки. Здесь снизу куча растений прикольных растет. Ну и ты такой ходишь и думаешь, так, интересно, что мне взять? Mitsubishi? Или, может быть, мне взять Mercedes? Ну классно, то есть как бы все рядом в одном месте. И целая улица так. Вообще тут классно, вечером особенно. Вот когда мы днем были в Тель-Авиве, он такой блекловатый. Ну, такой обычный большой город. А ночью он расцветает и становится волшебным. Фух, я еле стою на ногах. Столько мы не ездили, наверное, ни разу. Срачник, как обычно. Ужин у нас сегодня рисовая тарелка с сыром и, возможно, еще с майонезом. А может быть и нет. Если ты его найдешь, то да.